Каменный город – уникальный природный объект, находящийся на юге Красноярского края, в междуречии Большой и Малой Ой, на отрогах хребта Кулумыс, на территории заповедника Ергаки. Свою известность и название каменный город получил благодаря необычным по форме гранитным скалам, отчетливо напоминающим развалины древнего города. Энтузиасты говорят о рукотворности каменного города, как, впрочем, и всех ергаков, указывая на невозможность естественного происхождения столь причудливых каменных форм. К началу маршрута мы добирались на машине повышенной проходимости от базы Горная Оя. В точке начала пешего маршрута нас встретили художественно выполненная вывеска и соответствующий стенд, косвенно свидетельствующий о том, что маршрут обустроен. К сожалению, было пасмурно, и многие снимки и кадры получились в холодных зимних тонах. Протяженность маршрута около 6 километров, и он действительно неплохо оборудован. В труднопроходимых местах есть деревянные настилы. На крутых подъемах устроены лестницы. Также есть места для отдыха, столы, лавочки, костровища и туалеты. Преодолев несколько не очень крутых подъемов, мы вышли на относительно ровный участок. Часть пути проходит по курумнику, беспорядочному нагромождению художественно обросших мхом обломков скал и больших камней. Через некоторое время по дороге нам стали попадаться отдельные, поражающие своей необычной формой, слоистые скалы-останцы. Глядя на эти необыкновенные скалы, невольно начинаешь сомневаться в их естественном происхождении. Кажется, какой-то огромный древний строитель или даже скульптор высек их из непослушного камня столь же огромным, неведомым фантастическим инструментом. Также наша тропа лежала через лес. Необычной формы ели, поросшие мхом, да еще и окутанные не успевшим рассеяться туманом, создавали атмосферу таинственности и впечатление присутствия в сказочном лесу. Находясь на улицах каменного города, начинаешь понимать уфологически настроенных исследователей ергаков, говорящих об их рукотворности. В фантастических формах скал, достигающих высоты 30-40 метров, кто-то видит фигуры людей или животных, а кто-то развалины древнего мифического города. Некоторое время мы гуляли по улицам каменного города, изумленно взирая на исполинские гранитные глыбы. Название каменному городу дал Константин Луканин, писатель и художник, живший в селе Шушинском. Именно он разглядел образы в причудливых скалах, дал им имена и написал незамысловатую и драматичную легенду о племени Саян. Вот эта легенда. В древние времена на берегу Енисея долгое время жило могучее племя Саян. Когда на эти земли пришли завоеватели, Саянам пришлось уйти таежными тропами в Ергаки, где они основали город. Долгое время никто их не тревожил, до тех пор, пока предатель не привел врага. Все воины племени погибли в битве, а каменный город остался. По официальной версии, вдоль хребта Кулумыса расположены выходы гранитоидов, причудливо выветренные и образующие скалы, издалека напоминающие развалины города. По очереди мы обошли все скалы. Каждая скала имеет свое название, но я не зафиксировал ни одно, поскольку они могут быть любыми и зависят от фантазии смотрящего. Известны, например, скалы Колокольня, Церковь, Сторожевая башня и даже Мегалодон, однако названия эти неофициальные и придуманы они туристами. Насмотревшись на дивные красоты каменного города, мы направились в обратный путь к ожидавшему нас вездеходу. Наша тропа пролегала по тому же самому курумнику, состоявшему, по всей вероятности, из обломков таких же скал-останцов, не выдержавших натиска времени.
Помимо непосредственно скал каменного города, весьма впечатляют живописные ландшафты эргаков, однако это уже совсем другая история. По пути мы набрели на целый лес пирамидок из камней, который в Тибете и в Непале называется дочи или оба. Такие пирамидки обычно имеют сакральное значение, то есть устанавливаются в местах силы, посвящаются каким-либо божествам. Кроме того, их просто устанавливают туристы в знак того, что они посетили это место. Конечно, посещение этого замечательного уголка сибирской природы производит поистине неизгладимое впечатление. Природные объекты и виды, с которыми встречается здесь озадаченный путник, фантастически красивы и весьма необычны. Не зря каменному городу присвоен статус памятника природы, а эргакам в целом природного парка и заповедника. Я ехал в Абакан полный ярких впечатлений и надежд на скорую встречу с фантастическими красотами эргаков.